Под землей можно найти много интересного, особенно под древними городами типа Москвы. Когда ведутся строительные работы, то приходится перевертывать целые пласты, и людям открываются совершенно невероятные и порой даже странные вещи. Строителями московского метро в 1930-х годах также было обнаружено немало сюрпризов. Да и в последующие годы, открывая новые и новые ветки, рабочие находили предметы старины и даже целые дома, скрытые под толщей земли. Днем рождения московского метро, то есть официальным временем начала его истории, считают 9 февраля 1931 года, когда на заседании Московского комитета партии по трамвайному движению решили, что пора строить подземные пути, так как наземный транспорт уже не справляется с пассажиропотоком. А 14 мая того же года идею строительства метро поддержал сам Иосиф Виссарионович Сталин на очередном заседании Политбюро. К началу 1932 года все уже было подготовлено к началу строительных работ. И понеслось. Стройка эта не закончилась до сих пор, кстати. Но наша статья немного о другом. Я думаю, всем интересно узнать, что же такого любопытного нашли строители в разные годы, когда рыли подземные туннели. Итак, поехали. Когда строятся масштабные объекты, например, закладывается фундамент большого дома или прокладываются линии метро, возводятся станции, то на месте работ всегда есть археологи и историки, консультирующие строителей. Они могут даже по структуре земли, цвету песка определить, какой это временной период и какой именно объект мог раньше в этом месте находиться. Так, во время прокладки первой линии московского метро в 1936 году под домом номер 7 на улице Маховая нашли слой песка шириной примерно 15 сантиметров. Историк П.Н. Миллер и археолог Т.С. Пассек рассказали, что именно про этот слой светлого речного песка говорил опричник немецкого происхождения Генрих Штаден. Он в своих записках указал, как выглядела резиденция Ивана Грозного, и упоминал этот песок. Про то, где именно жил Иван Васильевич во времена опричнины, велось много споров, потому как исследователи не могли определить точное его местонахождение. Опричный дворец множество раз перестраивался, то его спалил пожар, то были реконструкции, а в XVIII веке здание снесли и на его месте построили другие сооружения. Но вот в распоряжении ученых имелись данные, оставленные Штаденом, о том, что дворец находился под речкой Неглинкой, и все площадки перед зданием были засыпаны слоем светлого песка. И вот, наконец, этот песок был найден. Почему именно он? Дело в том, что для довольно сырой местности центра столицы этот песок был совершенно не характерен. Таким образом, решили, что тут действительно находился дворец Ивана Грозного, где он жил в годы опричнины. К сожалению, остатков от здания было очень мало. Все разобрали для строительства других построек. В книге героя социалистического труда, известного метростроевца Татьяны Нефедовой «Наверху Москва», есть упоминание об одной любопытной находке рабочих, сделанной в 1930-х годах. Тогда закладывалась станция «Проспект Мира». Однажды к проходной пришел пожилой мужчина и попросил поговорить с начальством. Мужчину звали Павлом Терентьевичем. Он когда-то в царское время трудился прорабом у короля фарфора М.С. Кузнецова, владельца московских фарфоровых заводов. И тот поручил своему прорабу почти 60 лет назад спрятать дореволюционную икону, которой очень дорожил. Павел Терентьевич сказал, что положил ее в тайник под землей именно в этом месте и теперь беспокоится, не повредили ли реликвию. Он назвал точные координаты, недаром же был прорабом, и комсомольцы быстро отыскали тайник с иконой. Но в милицию находку не понесли,
отдав старику. Павел Терентьевич в благодарность сказал молодым строителям, что обязательно закажет им молебен о здравии, и даже уведомление потом прислал о том, что свое обещание исполнил. В 1985 году под землей нашли целый дом. Когда копали вестибюль для станции Боровицкая, что у Ваганьковского холма, рабочие наткнулись на глубине 6 метров на ровненькую стену из красного кирпича. Что удивительно, сохранилась не только стена. Дом был почти не тронут временем. Там была старинная мебель, хорошо сохранившаяся посуда. Даже одеяла были, и окна неповрежденные остались. Изучив находку, археологи решили, что дом этот примерно из XVI века, принадлежал жителям из села Старое Ваганьково. Правда, ученый Юрий Супруненко уверен, что дом был частью опричного двора царя Ивана Грозного. Однако строение провалилось под землю уже в начале XVIII века, причем на большую глубину – 6 метров. Ученые полагают, что в 1702 году, когда Москву обрушились большие наводнения, во многих местах образовались карстовые провалы, и этот был настолько большим, что вместил в себя целый дом. Люди и животные, жившие в нем, спаслись, ученые не нашли в доме каких-либо останков. Советские власти хотели устроить в стенах этого дома музей, так как он не мешал дальнейшей прокладке тоннелей. Но рабочие, которые строили метро в этих местах, стали жаловаться, что рядом со странным домом им нехорошо, чувствуется недомогание и вообще как-то неуютно там. Потому пришлось этот красный дом разобрать. Кладов было немало. Часто жители Москвы в прошлые века складывали свои сбережения в металлические или в глиняные сосуды-горшки, или же кубышки из дерева с узкими горлышками. Ученые считают, что такие вот емкости были в то время чем-то вроде копилок. Ну и при каких-то опасностях или волнениях в обществе москвичи прятали накопления в тайники, чаще всего делая их в подвалах. И иногда про них забывали. Когда строили тоннели для станции Парк культуры, нашли большой горшок. Там было целое состояние, порядка 1500 серебряных монет до Петровской эпохи. На монетах были изображения русских царей XVI-XVII веков. В местах, где раньше располагались московские стрелецкие слободы, построили станцию Третьяковская. И там тоже нашли множество серебряных монет в горшке, которые ученые отнесли ко времени мятежа стрельцов под предводительством царевны Софьи. Видимо, боясь опалы, служивые решили так сохранить свои кровные денежки. Еще один огромный старинный горшок, и опять же с монетами того же периода в количестве 2000 был найден строителями у соседней с Третьяковской станции, Новокузнецкой. В апреле 2014 года, во время выемки грунта для строительства станции Румянцево, на юго-западе Москвы нашли сразу 3 сосуда с украшениями и монетами, датируемые XVI и XVII веками. Археологи поразились обилию окаменелых останков доисторических животных. Их регулярно находили метростроевцы. Скелеты позвоночных, их следы, как определили ученые, чаще всего относятся к меловому, каменноугольному, юрскому периодам. Но были и более древние, из кембрийского периода, который был 500 миллионов лет назад. Конечно, предметы быта людей, которые относятся к последнему тысячелетию, тоже частые находки. Например, в конце 1960-х годов, когда строили станцию Китай-город, раньше она называлась Площадь Ногина, нашли большой котлован, а там воинское снаряжение, кожаную обувь, изразцы печей, а также изделия из кости и глины, в том числе детские игрушки. Кстати, там же, у станции Площадь Ногина, нашли хорошо сохранившийся шлем из железа с серебряной чеканной насечкой.
Правда, шлем был пробитым каким-то острым оружием, по всей видимости саблей. Археологи и историки пришли к выводам, что тот, кто был хозяином шлема, погиб в сражениях с 612 года. Московская битва или битва на Девичьем поле, что шли во время восстания Минина и Пожарского. А в 2016 году, когда началась прокладка станции Раменки Солнцевской линии под Мичуринским шоссе, строители наткнулись на 122 мм снаряд времен Великой Отечественной. Срочно вызвали саперов, приостановили работы, а то мало ли. Находка была утилизирована на одном из полигонов МВД. Во время рытья тоннелей к станции Горьковская, теперь Тверская, в том числе подземного перехода к станции Пушкинская, нашлись очень интересные вещи. По свидетельству историков, примерно в XIV-XVII веках здесь была главная дорога, ведущая из Твери к Новгороду. И вдоль нее было множество поселений, где, как правило, проживали выходцы из этих двух городов. Специалисты обнаружили почти 400 метров хорошо сохранившейся мощонки. В те времена дороги строились со всем старанием. Строители сначала укладывали вдоль дороги дубовые бревна, сверху на них сосновые бревна и доски. Щели плотно забивали глиной, которая превращалась в своеобразный цемент. Около этой мощонки под землей нашлось много других артефактов. Остатки деревянных домов, 4 яруса деревянной мостовой, которая строилась на протяжении 15-18 столетий. В наше время это район редакции издания «Известия». Думаю, многие слышали, что под Москвой находится множество секретных объектов. Бункеры, ветки-дублеры, какие-то таинственные ходы и сооружения. Об этом говорят даже официальные лица. К примеру, зампред правительства Михаил Полторанин, советник президента Владимир Шевченко и руководство московского метро. Разумеется, почти все подобные объекты очень строго засекречены. Про них мы не узнаем никогда. Но некоторые все же находят диггеры, исследователи подземных миров, охотники до тайн московской подземки. К примеру, группа энтузиастов НИО «Азимут» и команда диггеров МГУ нашли целую неиспользуемую линию от здания Минобороны на Знаменке до лаборатории испытаний и измерений Метрополитена в Тропарево-Никулино. Стоит сказать, что многие находки не случайны. Во время строительства на протяжении всего времени рабочие активно сотрудничают с археологами и историками, так как те хорошо знают особенности грунта, дают ценные советы, где лучше копать. В тех местах, которые известны своей особенно богатой историей, ученые предварительно проводили исследования, только потом давали добро на рытье тоннелей и постройку метро, чтобы ни один артефакт не был испорчен или пропущен.